Глава 11. Сталкинг, намерение и позиция сновидения. На следующий день, едва наступили сумерки, Дон Хуан вошел в комнату, где мы разговаривали с Хинаро. Дон Хуан взял меня за руку и провел через весь дом во внутренний дворик. Было уже довольно темно. Мы двинулись вдоль по галерее, окружавшей дворик. Дон Хуан сказал, что хочет еще раз предупредить меня. Следуя по пути знания, можно с легкостью заблудиться в странных и мрачных дебрях. Поэтому видящие вступают в битву с могучими врагами, способными лишить их сил, разрушив цель и замутив ясность намерения. Врагов этих порождает сам путь воина, если по нему следует, не избавившись от таких неотъемлемых свойств мира повседневности, как склонность к праздности, ленности и стремлению ублажать чувство собственной важности. Из-за праздности, лени и чувства собственной важности древние видящие допустили настолько серьезные и неисправимые ошибки, что новым видящим не оставалось ничего другого, как только с презрением отвергнуть свои собственные корни. Новых видящих интересовало главное, продолжал Дон Хуан, практические методики сдвига точки сборки. А поскольку у них таковых не было, они для начала весьма заинтересовались исследованием светимости осознания с помощью видения. В результате им удалось разработать 3 метода, ставших краеугольными камнями всей их практики. Благодаря этим 3 методам новые видящие совершили нечто необычайное. Ввиду его исключительной трудности, это достижение можно назвать подвигом. Они научились целенаправленно сдвигать точку сборки с ее обычного места. Правда, древние видящие в свое время тоже этого добились, однако с помощью идиосинкратических манипуляций, которые иногда приводили к совершенно непредвиденным патологическим результатам. Новые видящие увидели в свечении осознания то, что позволило им выработать последовательность, в которой они разместили истины об осознании, открытые древними. Это известно как искусство овладения осознанием. Его новые видящие разделили на 3 группы практик, 3 метода. Первый из них – искусство сталкинга, второй – искусство овладения намерением и третий – искусство сновидения. С первых же дней нашего знакомства я обучал тебя всем 3 методам. Согласно рекомендациям новых видящих, обучение искусству овладения осознанием должно быть двойственным. Обучение правосторонней части осознания преследует 2 цели: обучение образу жизни воина и нарушение фиксации точки сборки в ее исходной позиции. Учение для левой стороны дается ученику, когда он находится в состоянии повышенного осознания. Целей, которые оно преследует, тоже 2: сдвинуть точку сборки в максимально возможное для данного ученика количество позиций и последовательно изложить довольно большой объем сопутствующей информации. Дон Хуан остановился и пристально на меня взглянул, а затем после несколько напряженной паузы повел речь о сталкинге. По его словам, начало этого искусства было весьма скромным и чуть ли не случайным. Просто новые видящие заметили, что когда воин ведет себя непривычным для него образом, внутри его кокона начинают светиться незадействованные до этого эманации. А точка сборки при этом смещается, мягко, гармонично, почти незаметно. Это наблюдение заставило новых видящих взяться за практику систематического контроля своего поведения. Назвали ее искусством сталкинга. Дон Хуан отметил, что при всей своей спорности это название все же весьма адекватно, поскольку сталкинг заключается в особого рода поведении по отношению к людям. Можно сказать, что сталкинг – это практика внутренней, никак не проявляющейся в поведении скрытности. Вооруженные этим методом, новые видящие
придали своему взаимодействию с известным уравновешенность. И это принесло плоды. Посредством продолжительной непрерывной практики сталкинга они заставляли свою точку сборки неуклонно перемещаться. Сталкинг – одно из двух величайших достижений новых видящих, продолжал Дон Хуан. Они решили, что современный Нагваль должен обучаться сталкингу, только находясь в состоянии повышенного осознания, когда точка сборки сдвинута уже достаточно глубоко влево. Дело в том, что принципы этого искусства Нагваль должен изучать, будучи свободным от груза человеческого инвентарного списка. Ведь так или иначе Нагваль – лидер группы. Чтобы успешно вести своих воинов, он должен действовать быстро, без предварительных раздумий. Другие воины могут обучаться сталкингу, находясь в нормальном состоянии, хотя все-таки желательно учить их этому, сдвинув в состояние повышенного осознания. Причем не столько ввиду ценности самого повышенного осознания, сколько из-за того, что это придает сталкингу таинственность, которой в нем в общем-то нет. Ведь сталкинг на самом деле всего-навсего умение обращаться с людьми. Теперь тебе должно быть понятно, почему новые видящие так высоко ценят взаимодействие с мелкими тиранами. Мелкие тираны вынуждают их использовать принципы сталкинга и тем самым сдвигать точку сборки. Я спросил, а древние видящие, что они знали о сталкинге? Ничего. Сталкинг – достояние новых видящих, с улыбкой ответил Дон Хуан. Древние были настолько погружены в созерцание своей силы, что даже не отдавали себе отчета в существовании других людей. До тех пор, пока те не стали выводить их на корню. Впрочем, все это тебе уже известно. Далее Дон Хуан рассказал, что искусство сталкинга и овладение намерением – два шедевра новых видящих, знаменующих собою приход видящих современных. Новые видящие старательно исследовали любую возможность добиться преимущества над угнетателями. Они знали, что предшественники их творили необычайные вещи, манипулируя таинственной силой, описать которую они не умели и потому называли просто силой. Новым видящим об этой силе было мало что известно. Поэтому им пришлось последовательно исследовать ее с помощью видения. Однако усилия их были достойно вознаграждены, когда им удалось наконец установить, что сила – это суть энергия взаимной настройки эманаций. Начали новые видящие с того, что увидели объем свечения осознания и его интенсивность увеличиваются по мере настройки эманаций внутри кокона на соответствие большим эманациям. Этим своим наблюдением они воспользовались точно так же, как сталкингом. Оно стало для них своеобразным трамплином, оттолкнувшись от которого они разработали сложный комплекс приемов управления настройкой эманаций. Сначала они говорили об этих приемах просто как об искусстве настройки, но потом поняли, что дело здесь в чем-то большем, чем только настройка, а именно в некой энергии, которая возникает при настройке. Энергию эту они назвали волей. Воля стала вторым базовым элементом системы. Новые видящие понимают под ней некий слепой, безличный, никогда не прекращающийся поток энергии, который определяет наше поведение, заставляя действовать так, а не иначе. Именно воля обусловливает характер нашего восприятия мира, обычной жизни, и посредством силы этого восприятия косвенно определяет обычное положение точки сборки. Исследуя процесс восприятия мира, обычной жизни, новые видящие увидели, как работает воля. Они увидели, что для придания восприятию качества непрерывности происходит постоянное возобновление настройки. Чтобы составить живой мир, настройка все время должна быть свежей и яркой. Для постоянного поддержания всех этих качеств поток энергии, возникающий в процессе этой самой настройки, автоматически направляется на усиление отдельных избранных ее элементов.
Это наблюдение стало еще одним трамплином, оттолкнувшись от которого новые видящие разработали третий базовый элемент системы. Его назвали намерением, понимая под этим целенаправленное управление волей, энергией соответствия. Сообразно плану Нагваля Хулиана, объяснил Дон Хуан, Сильвио Мануэль, Хенаро и Висенте занимались изучением этих трех аспектов знания видящих. Хенаро стал мастером управления осознанием, Висенте – мастером сталкинга, а Сильвио Мануэль – мастером намерения. Мы с тобой в настоящее время завершаем изучение осознания. Именно поэтому тебе помогает Хенаро. Уже довольно долго Дон Хуан беседовал с ученицами. Женщины слушали очень серьезно. Судя по выражению глубокой сосредоточенности на их лицах, я решил, что Дон Хуан дает им подробнейшие инструкции, касающиеся каких-то очень сложных практических приемов. Меня на это собрание не пустили, но из кухни мне было видно, как они беседуют в большой комнате дома Хенаро. Наконец они закончили. Все поднялись, но перед тем, как уйти вместе с Доном Хуаном, зашли на кухню. Дон Хуан сел напротив меня, а женщины расположились вокруг. Все они были необычно дружелюбны и разговорчивы. Я узнал, что они намерены присоединиться к ученикам-мужчинам, которые куда-то ушли с Хенаро за несколько часов до этого. Тот собирался показать им всем свое тело-сновидение. Едва женщины вышли, Дон Хуан совершенно неожиданно вновь принялся рассказывать. Он сказал, что с течением времени практики новых видящих приобретали все более и более законченные формы, и видящие обнаружили, что в большинстве жизненных ситуаций сдвиг точки сборки, обусловленный практикой сталкинга, весьма незначителен. Для достижения максимального эффекта сталкинг необходимо практиковать в условиях, близких к идеальным. А для этого требуется по-настоящему могущественный мелкий тиран. Отыскивать же такие условия становилось все труднее и труднее. В конце концов, найти подходящую ситуацию или ее спровоцировать стало невообразимо сложно. Тогда новые видящие решили, что необходимо искать другие способы сдвига точки сборки. А для этого нужно было увидеть эманации орла. Когда же новые видящие попытались это осуществить, они столкнулись с исключительно серьезной проблемой. Оказалось, что увидеть эманации орла, не подвергаясь смертельному риску, нет никакой возможности. И в то же время увидеть их было жизненно необходимо. И тогда для защиты от смертельных ударов эманаций орла они использовали в качестве щита такой прием древних толтеков, как сновидение. А сделав это, обнаружили, что сновидение само по себе является эффективнейшим способом сдвига точки сборки. Одно из самых строгих правил новых видящих гласит, продолжал Дон Хуан: воин должен обучаться сновидению, пребывая в нормальном состоянии осознания. Следуя этому правилу, я начал обучать тебя сновидению с первых же дней нашего общения. Я спросил, откуда взялось это правило и чем обусловлена его строгость. Дело в том, что сновидение – вещь исключительно опасная, а сновидящий весьма уязвим, ответил Дон Хуан. Опасность сновидения в его немыслимой силе, а уязвим сновидящий, потому что сновидение отдает его на произвол непостижимой силы настройки. Новые видящие обнаружили, что, будучи в нормальном состоянии осознания, мы обладаем множеством защитных механизмов, предохраняющих нас от разрушения силой незадействованных эманаций, подвергающихся настройке в процессе сновидения. Так же, как и сталкинг, сновидение началось с довольно незамысловатой находки. Древние видящие определили, что во сне точка сборки совершенно естественным образом
несколько смещается влево. Спящий человек расслабляется, фиксация точки сборки нарушается, и самые разные типы незадействованных эманаций начинают светиться. Толтеки сразу же заинтересовались этим открытием и начали работать с естественным сдвигом. В конце концов, они научились его контролировать. Искусство контроля естественного сдвига они назвали искусством сновидения или искусством управления телом сновидения. Знания древних видящих о сновидении были настолько обширны, что описать их вряд ли возможно. Однако новым видящим из всего этого пригодилась лишь весьма незначительная часть. Поэтому, когда пришло время восстанавливать традиции, новые видящие взяли на вооружение только самые главные принципы сновидения. Эти принципы они использовали для смещения точки сборки, а также для того, чтобы увидеть эманации орла. Под сновидением видящие и древние, и новые понимали практику контроля естественного сдвига, которому точка сборки подвергается во сне. Дон Хуан подчеркнул, что контроль естественного сдвига ни в коем случае не предполагает каких-либо попыток этим сдвигом управлять. Речь идет только о фиксации точки сборки в том положении, которого она достигла, естественным образом перемещаясь во сне. Это сложнейший маневр, осуществление которого потребовало от древних видящих чудовищных усилий и немыслимой степени концентрации. Дон Хуан объяснил, что сновидящий должен уметь добиваться очень тонкого равновесия, ведь нельзя ни вмешиваться в сны, ни управлять ими посредством сознательного усилия сновидящего. И в то же время сдвиг точки сборки должен происходить в соответствии с его командами. Разрешить это противоречие рационально невозможно. Зато можно практически. На основании наблюдения сновидящих древние видящие пришли к заключению: сны должны следовать по своему естественному руслу. Толтеки увидели: одни сны сдвигают точку сборки сновидящего довольно глубоко влево, другие не так глубоко. Разумеется, они задались вопросом: а что первично? Содержание сна заставляет точку сборки смещаться. То, что человек видит во сне, определяется сдвигом точки сборки вследствие использования незадействованных эманаций. Довольно скоро они определили: первичное значение имеет сдвиг точки сборки влево. Им определяется характер сновидений. Чем сдвиг глубже, тем более фантастические и живые картины человек видит во сне. Отсюда неизбежно последовали попытки древних видящих управлять снами с целью добиться максимально возможной глубины сдвига точки сборки влево. Немного поэкспериментировав, толтеки обнаружили, что любая попытка сознательного или даже наполовину сознательного управления сном немедленно возвращает точку сборки в ее обычное положение. Поскольку же их интересовало обратное, они пришли к неизбежному выводу: вмешательство в сон является помехой естественному сдвигу точки сборки. Это легло в основу совершенно поразительных знаний о сновидении, накопленных впоследствии древними видящими. Знаний, оказавших огромное влияние на все, чего новые видящие стремились достичь с помощью сновидения, однако в своем исходном виде практически бесполезных. Дон Хуан объяснил, что хотя я до сих пор и считал сновидение искусством управления снами, оно таковым на самом деле не являлось. Несмотря на то, что каждое из упражнений, которые он предлагал мне отрабатывать, например, находить во сне мои руки, целью своей имело, казалось бы, именно обучение управлению снами, в действительности цель всех этих упражнений – фиксация точки сборки в том месте, куда она сдвинулась во время сна. Естественным образом. Это как раз тот момент, в котором сновидящий должен добиться тончайшего равновесия.
Управлять можно только фиксацией точки сборки. Сновидящий подобен рыболову, вооруженному самозакидывающейся удочкой. Единственное, что он может сделать, это удержать грузило там, где оно затонуло. Каким бы ни было место, в котором точка сборки оказывается во время сна, оно называется позицией сновидения, продолжал Дон Хуан. Древние видящие достигли такого мастерства в сохранении позиции сновидения, что могли удерживать точку сборки в этом месте, даже проснувшись. Подобное состояние древние видящие называли телом сновидения. Они добились столь исключительной степени контроля над ним, что могли формировать новое временное тело каждый раз, когда просыпались в новой позиции сновидения. Должен сказать тебе, сновидение обладает одним ужасным недостатком. Оно является достоянием древних видящих и запятнано их настроениями. Я вел тебя сквозь него с предельной осторожностью, но гарантий все же нет никаких. Гарантий чего, Дон Хуан? Того, что ты не угодишь в какую-нибудь из потрясающих ловушек, которыми изобилует сновидение. Дело в том, что на самом деле нет никакой возможности как-то направить сдвиг точки сборки в сновидении, ибо определяется он единственным фактором – внутренней силой или слабостью сновидящего. И здесь мы сталкиваемся с первой ловушкой. Поначалу новые видящие вообще сомневались в том, что сновидение может быть взято именно вооружение. Они полагали, что оно не только не развивает сил воина, но, более того, ослабляет его, делает капризным и склонным к одержимости. Все древние видящие отличались этими качествами. Но ничего, что заменило бы сновидение, новым видящим найти не удалось. Тогда они разработали весьма сложную многоэлементную систему поведения, которая была призвана компенсировать отрицательное воздействие сновидения. Эта система получила название «пути» или «тропы воина». Эта система позволила новым видящим обрести внутреннюю силу, необходимую для того, чтобы направлять сдвиг точки сборки во сне. Причем сила эта не являлась только лишь убежденностью. Никто не обладал убежденностью, которая могла бы превзойти убежденность древних видящих. А ведь они были слабы, и сердцевина у них была напрочь гнилая. Внутренняя сила – суть чувства равновесия, ощущение почти полного безразличия и легкости, но прежде всего естественная и глубокая склонность к исследованию и пониманию. Такую совокупность черт характера новые видящие назвали уравновешенностью. Новые видящие убеждены в том, что безупречный образ жизни сам по себе неизбежно порождает чувство уравновешенности, которое, в свою очередь, приводит к смещению точки сборки. Я уже говорил, новые видящие верили в то, что точка сборки может быть сдвинута изнутри. Но на этом они не остановились. Они пришли к мнению, что безупречного воина вовсе не обязательно должен кто-либо вести. Только за счет экономии энергии он способен самостоятельно достичь всего, чего достигают видящие. Все, что ему требуется, это минимум везения. Просто он должен откуда-нибудь узнать о возможностях человека, открытых видящими. Я сказал, что мы опять вернулись к исходной точке, с которой начинали, когда я был в нормальном состоянии осознания. Я был по-прежнему убежден в том, что безупречность или экономия энергии – расплывчатые понятия, интерпретировать которые каждый может так, как ему заблагорассудится. Я собрался было сказать еще что-то в подтверждение своей точки зрения, но тут странное чувство охватило меня. Я физически ощутил, что как бы прорываюсь сквозь что-то. И затем я отбросил прочь все свои доводы. Без тени сомнения я знал, Дон Хуан прав. Мне нужна только безупречность
энергия, а начинается все с какого-нибудь одного действия, которое должно быть целенаправленным, точным и осуществляемым с непреклонностью. Повторяя такое действие достаточно долго, человек обретает несгибаемое намерение. А несгибаемое намерение может быть приложено к чему угодно. И как только оно достигнуто, путь свободен. Каждый шаг повлечет за собой следующий, и так будет до тех пор, пока весь потенциал воина не будет полностью реализован. Когда я рассказал Дону Хуану о том, что только что понял, тот удовлетворенно рассмеялся и сказал, что это действительно посланный свыше пример той самой силы, о которой идет речь. И он объяснил, что моя точка сборки сдвинулась, а сила уравновешенности переместила ее в положение, давшее мне понимание. Будь движущей силой этого прихотливость и капризность, точка сборки сдвинулась бы туда, где находится непомерное чувство собственной важности, как случалось уже не один раз. Теперь поговорим о теле сновидения, продолжил Дон Хуан. На его изучении и использовании древние видящие сосредоточили свои усилия и научились применять его как тело более практичное. Иными словами, они воссоздали себя во все более и более странных образах. Всем видящим известно, множество древних магов так и не возвратились, однажды проснувшись в полюбившейся им позиции сновидений. Вполне вероятно, что они погибли в своих немыслимых мирах. А может, они живут по сей день в какой-нибудь невероятно искаженной форме или каким-нибудь совершенно фантастическим образом. Дон Хуан остановился, взглянул на меня и расхохотался. «Ты умираешь от любопытства. Хочешь узнать, что древние видящие делали с помощью тела сновидения, ведь так?» И он кивнул, как бы подзадоривая меня задать вопрос. Хенаро – великий мастер осознания, это бесспорно. И он множество раз показывал тебе свое тело сновидения, когда ты был в состоянии нормального осознания. Этими демонстрациями он стремился сдвинуть твою точку сборки, причем не из состояния повышенного осознания, а из ее обычного положения. Затем, словно раскрывая некий секрет, Дон Хуан поведал мне, что Хенаро ждет нас на поле недалеко от дома, чтобы показать мне свое тело сновидения. Снова и снова Дон Хуан твердил, что в настоящий момент я нахожусь в состоянии осознания, идеально подходящем для того, чтобы понять, чем на самом деле является тело сновидения. Затем он заставил меня встать, и через большую комнату мы направились ко входной двери. Я готов был уже отворить дверь, как вдруг заметил, что на стопке циновок, которыми ученики пользовались вместо кроватей, кто-то лежит. Я решил, что, видимо, кто-то из учеников вернулся в дом, пока мы с Доном Хуаном беседовали на кухне. Я подошел к лежащему человеку и вдруг понял, что это Хенаро. Он спокойно спал, лежа на животе, и мирно похрапывал. «Разбуди его», — велел Дон Хуан. «Нам пора идти. Должно быть, он устал чертовски». Я слегка стряхнул Хенаро. Он медленно перевернулся, издав при этом звук, словно при пробуждении от очень глубокого сна. Он вытянул руки, а потом открыл глаза. Я невольно вскрикнул и отпрянул. Глаза Хенаро вовсе не были глазами человека. Это были две точки яркого янтарного света. Испуг мой был настолько силен, что закружилась голова. Похлопав по спине, Дон Хуан привел меня в чувство. Хенаро встал и улыбнулся. Черты лица его выглядели застывшими. Двигался он так, словно как следует выпил или нездоров. Пройдя мимо меня, он направился прямо к стене. Столкновение казалось неизбежным, я вздрогнул, но Хенаро прошел сквозь стену, словно ее вообще не существовало. Потом он снова появился в комнате, войдя сквозь кухонную дверь. А потом я с ужасом увидел, как он пошел по стенам, причем тело его при этом было параллельно полу, и по потолку, ногами вверх. Пытаясь уследить за ним, я свалился на спину.
Из этого положения я больше не видел Хинару. Вместо него по потолку, надо мной и по стенам двигалось световое пятно. Оно бродило по всей комнате, словно кто-то водил по потолку и стенам лучом гигантского фонарика. В конце концов луч света выключился. Пятно исчезло из виду, пройдя в очередной раз сквозь стену. Дон Хуан отметил, что мой животный страх, как обычно, перешел все границы. Следовало все-таки как-то постараться его контролировать. Но в общем и целом я вел себя хорошо. Я видел тело сновидения Хинара таким, каково оно в действительности, как световой сгусток. Я спросил, откуда он знает, что мне это удалось. Он ответил, что видел, как моя точка сборки сначала сдвинулась в направлении своего нормального положения, чтобы компенсировать испуг, а потом ушла влево, причем очень глубоко, в место, где нет сомнений. В этом положении точки сборки человек может видеть только одно – сгусток энергии, продолжал он. Но от позиции повышенного осознания до этого места в глубине левой стороны рукой подать. Вот сдвинуть точку сборки в место, где нет сомнений, из ее нормального положения – это действительно достижение. Он добавил, что встреча с телом сновидения Хинара в поле недалеко от дома отменяется. Нам еще предстоит это сделать, когда я буду в нормальном состоянии осознания. Когда мы вернулись в дом Сильвио Мануэля, Дон Хуан сказал, что мастерство, с которым Хинаро владеет своим телом сновидения, ничто в сравнении с тем, на что были способны древние видящие. «Скоро сам увидишь», — пообещал он тоном, не предвещавшим ничего хорошего, и рассмеялся. С возрастающим чувством страха я принялся его расспрашивать, но это только вызвало новый приступ смеха. Наконец он перестал смеяться и сообщил, что собирается рассказать мне о том, каким образом древние видящие пришли к формированию тела сновидения и что они с ним делали. Древние видящие стремились получить совершенно точную копию тела, продолжил он, и это им почти удалось. Единственным, что им так и не удалось воспроизвести, были глаза. Вместо глаз у тела сновидения было просто свечение осознания. Когда раньше Хинара показывал тебе свое тело сновидения, ты об этом не догадывался. Новых видящих воссоздание точной копии тела интересует мало. Фактически копирование тела их не интересует вообще. Однако название «тело сновидения» они сохранили. Так они называют чувство сгусток энергии, который сдвигом точки сборки может быть направлен в любое место этого мира или в любое место какого угодно из 7 миров, доступных человеку. Затем Дон Хуан в общих чертах описал методику достижения тела сновидения. Все начинается с исходного действия, которое, будучи повторяемым с непреклонностью, порождает несгибаемое намерение. Несгибаемое намерение приводит к внутреннему безмолвию, а то, в свою очередь, генерирует внутреннюю силу, необходимую для сдвига точки сборки в нужные позиции во время сна. Эту последовательность Дон Хуан назвал фундаментом. Когда работа над фундаментом завершена, наступает очередь контроля. Его развивают посредством систематического сохранения позиции сновидения. Для этого используется практика упорного удерживания картины сна. Благодаря настойчивой практике появляется способность свободно сохранять новые позиции сновидения, пользуясь для этого новыми снами. И дело здесь не столько в том, что по мере практики более совершенным становится контроль, сколько в том, что каждая тренировка в контроле увеличивает внутреннюю силу. А чем больше внутренняя сила, тем в более подходящие для развития уравновешенности позиции сновидения сдвигается точка сборки. Другими словами, сны сами по себе становятся все более управляемыми и даже упорядоченными. Развитие сновидящих, косвенное, продолжал Дон Хуан,
Именно поэтому видящие считают, что сновидение мы можем практиковать самостоятельно. В сновидении используется естественный органичный сдвиг точки сборки, поэтому мы не нуждаемся ни в чьей помощи. Однако мы нуждаемся в уравновешенности, причем очень сильно. Дать же ее нам, либо помочь нам ее обрести, не может никто, кроме нас самих. Без уравновешенности точка сборки перемещается хаотично, что соответствует хаосу, царящему в наших обычных снах. Таким образом, в конечном счете, тело сновидения достигается безупречностью нашей обычной жизни, когда достигнута уравновешенность и позиции сновидения становятся все более и более устойчивыми. Можно сделать следующий шаг – пробудиться в любой из позиций сновидения. Звучит просто, однако в действительности речь идет о действии исключительно сложном. Настолько сложном, что для его выполнения требуется задействовать не только уравновешенность, но также и все атрибуты пути воина, и в особенности намерение. Я спросил, как намерение помогает воину пробудиться в позиции сновидения. Он ответил, что намерение, будучи сложнейшим средством управления силой настройки за счет уравновешенности сновидящего, сохраняет настройку тех эманаций, которые начали светиться вследствие сдвига точки сборки. Дон Хуан сказал, что в искусстве сновидения есть еще одна грозная ловушка – сама сила тела сновидения. Например, телу сновидения очень легко периодически подолгу созерцать эманации орла. Однако в итоге оно также легко может оказаться полностью ими поглощенным. Видящие, созерцавшие эманации орла без помощи тела сновидения, умирали. А те, кто созерцал их в теле сновидения, сгорали в огне изнутри. Новые видящие решили эту проблему с помощью группового видения. Пока один созерцал, остальные находились рядом, готовые прервать его видение. «Как осуществляется групповое видение?» – спросил я. «Посредством совместного сновидения», – объяснил он. Как ты сам знаешь, несколько видящих могут одновременно возбудить одни и те же незадействованные эманации. В этом нет ничего нереального. Правда, каких-то специальных методов или известных алгоритмов, позволяющих это осуществить, нет. Это просто случается. Он добавил, что при совместном сновидении что-то вокруг начинает нас вести, и мы вдруг обнаруживаем, что видим ту же картину, что и остальные сновидящие. А происходит вот что. Наше человеческое состояние заставляет нас автоматически сфокусировать свечение осознания на тех эманациях, которые используют другие, находящиеся рядом человеческие существа. Мы согласуем положение своей точки сборки с тем положением, которое она занимает у них. В правосторонней части своего осознания мы делаем это каждый день, когда воспринимаем наш обычный мир. В совместном сновидении мы делаем то же самое, но только в левосторонней части осознания.